Образование в Узбекистане оказалось не храмом науки, а биржей, где каждый зачет имеет цену. Скандал с участием преподавателей и посредников вскрыл схему, действовавшую не месяцами, годами. Министерство внутренних дел заявило о серии задержаний, среди фигурантов, сотрудники вузов, представители приемных комиссий и даже посредники, активно работавшие в соцсетях. Абитуриенты, студенты, а нередко и сами родители, все они становились частью этой тени. Кто-то отдавал последние деньги ради гарантированного поступления, кто-то платил за обслуживание до самого диплома. Отдельные кейсы включают суммы до $10 тысяч за диплом, который в реальности не подтверждает никакой квалификации. Университеты из образовательных учреждений превратились в точку доступа к карьере через карман. И самое шокирующее, в этой системе знали все, от студенческого правкома до верховных чиновников. Тишина длилась не потому, что никто не замечал, а потому, что всем было удобно. Сейчас МВД подчеркивает, начато расследование, виновные будут наказаны. Но возникает вопрос, почему это расследование началось только сейчас, когда вся страна уже много лет знала, как работают эти механизмы. Информация просачивалась годами. Списки расценок гуляли по Telegram, группы во ВКонтакте предлагали помощь с поступлением на коммерческой основе, и даже через TikTok продвигались схемы поступления без экзаменов. Формально все выглядело легально, неформально, это был черный рынок образования. В ситуации с крупными вузами Ташкента особенно остро встал вопрос репутации. Многие из них работают в партнерстве с зарубежными университетами, получают международные гранты и продвигают себя как передовые центры подготовки специалистов. Что подумают иностранные партнеры, когда узнают, что часть студентов получали дипломы не знаниями, а конвертами? Это репутационный удар, который может стоить Узбекистану больше, чем кажется. Если в системе образования царит такое глубокое разложение, значит, на выходе страна получает поколение специалистов, не умеющих думать, только платить. А это уже вопрос национальной безопасности, а не только морали. Схемы выстроены четко. Есть посредники, которые получают заказ. Есть кураторы внутри, они прикрывают, проводят, договариваются. И, наконец, есть прикрытие на уровне руководства. Все это не стихийный бизнес, а стройная вертикаль. И она не возникла вчера, ее выращивали десятилетиями. Вместо конкуренции знаний — конкуренция по суммам. Вместо стимулирования интеллектуального роста — стимулирование нужных кошельков. Так рождается система, где честные преподаватели либо молчат, либо уходят. Те, кто пытался возмущаться, оказывались в изоляции. Их не слушали, не поощряли, не продвигали. Система отторгала все, что мешало деньгам течь в привычные карманы. И вот теперь, когда общество взорвалось от новых разоблачений, правительство срочно делает вид, что не знало. Хотя реальность такова, все знали, просто никто не хотел брать на себя ответственность. Коррупция в вузах — это не история про плохих деканов. Это диагноз всей государственной модели отношения к человеку, к знанию, к будущему. Страна, где можно купить диплом, это страна, где нельзя доверять ни врачу, ни юристу, ни инженеру. Потому что за красивым корочкой не стоит ничего, кроме суммы в долларах. В любой коррумпированной системе главная защита — это коллективное молчание. В случае с университетами Узбекистана молчание было не слабостью, а цементом, который держал схему в устойчивом состоянии. Никто не поднимал шум, потому что все были либо частью механизма, либо зависели от него. Преподаватели, которые не брали, знали, кто берет. Студенты, которым помогли, прекрасно понимали, что они в долгу. Даже родители, заплатившие деньги, осознавали, что участвуют в неформальной сделке. Постепенно это превратилось в норму.
Университеты перестали быть местом, где развивают мышление, они стали местом, где покупают документы. Это было удобно всем. Преподаватель не тратил силы на объяснение материала, достаточно было дождаться, когда студент решит вопрос. Руководство закрывало глаза, ведь на кону стояли собственные позиции и доходы. Участвовать в этой системе было выгоднее, чем бороться с ней. Попытки разоблачений заканчивались увольнениями, выговорами, давлением. Людей, которые действительно пытались навести порядок, выдавливали из системы. Молчание стало способом выживания. А те, кто привык к этой тишине, начали воспринимать ее как статус-кво. Не стоит думать, что все преподаватели — преступники. Но даже честные замолкали, потому что понимали, в одиночку не выстоишь. Это было не просто страхом, это было институционализированное бессилие. На уровне студенческой среды схема тоже воспринималась как норма. Поступил через знакомого. Ну и что? Типичный ответ, который стал частью культурного ландшафта. Образование — это единственный социальный лифт в бедной стране. Но если этот лифт превращается в платную опцию, вся система перестает работать. Когда знания теряют ценность, а связи приобретают абсолютную силу, исчезает вера в справедливость. А без веры в справедливость не существует государства, в которое можно поверить. Система теневых договоренностей распространялась не только на поступление, но и на весь образовательный путь. Сдача сессий, курсовые, дипломные работы — все это можно было решить. В результате выпускник, никогда не читавший учебников, получал диплом о высшем образовании, а вместе с ним и доступ к государственной службе, медицине, юриспруденции. Это не просто проблема вузов, это фундаментальное поражение идей профессионализма. Наказание за молчание — одно из самых сложных понятий в постсоветских странах. Ведь формально человек ничего не нарушил, он просто не вмешался. Но именно эти невмешавшиеся обеспечили безнаказанность. Государство десятилетиями воспитывало покорность. И теперь, когда схема вскрылась, те же люди, что поощряли тишину, требуют ответственности. Эта ситуация — экзамен не для студентов, а для всей бюрократической системы. Готова ли она признать свою роль в формировании культурной деградации? Или опять ограничиться парой показательных посадок? Общество требует реформ, но реформы невозможны без признания вины. Пока молчание не будет криминализировано, все повторится. Мы говорим о поколении, которое учится выживать, а не учиться. О будущем, которое формируется не в аудиториях, а в кулуарах взяток. Если власть действительно хочет перемен, она должна сделать следующее: публично назвать имена, снять ректоров, создать комиссии с участием граждан. Без этого любое расследование — всего лишь очередной спектакль. Иначе завтра снова все вернется на круги своя. Молчание станет громче, чем крики правды. И образование окончательно потеряет смысл.